Здравствуйте, мои дорогие зрительницы, рукодельницы и подписчицы канала. Меня зовут Елена Ермина. Спасибо, что смотрите мой канал, подписывайтесь и просматривайте все мои видео до конца. Ставите лайки и пишите мне комментарии. Сегодня в этом видеоуроке мы с вами свяжем образец, контрольный образец. Посмотрим, каким образом смотрится данный узор. Будет смотреться вязаным изделием. Вы сможете оценить красоту рисунка, узора и решить, нравится он вам или нет. И также я с вами поделюсь методикой расчета для любого размера. Покажу вам и расскажу, каким образом рассчитать необходимое количество петелек, раппортов, чтобы приступить к вязанию кофточки, кардигана, жилета, жакета, джемпера. Узор очень универсальный и подойдет для вязания любых вещей, даже аксессуаров. Получится очень красивый палантин, шарф, снуд. Посмотрите, пожалуйста, видео до конца и внимательно. Также я хочу с вами поделиться схемами. Схемы размещу в конце видео. Вы можете сделать скриншот с экрана и распечатать их. И также я оставлю ссылочку на мой второй канал, где можно будет распечатать схемы. Схемы появятся на следующий день после публикации данного видео на канале YouTube. Схемы вязания джемпера кофточки очень хорошего качества. Вы можете по этим схемам оформить V-образный вырез горловины, либо связать классический вырез круглый. Также есть схема, каким образом связать рукав. Рукав вяжется снизу вверх. И на схеме показано, каким образом выполнить прибавки для того, чтобы расширить рукав кверху. Вязать я буду из летней серии. Пряжа у меня Анна Твист, 100 грамм, 500 метров. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. Производитель рекомендует крючок 1,5-2,5. Я буду вязать крючком номер 2 Clover Soft Touch. Страна производства пряжи Италия. Цвет 325. И торговая марка производителя Siam. Образец буду вязать вот по этой схеме. Набираем цепочку 31 воздушная петелька. Размер цепочки у нас для вязания образца. Перед тем, как приступить к вязанию любой вещи, вяжем всегда образец для того, чтобы рассчитать необходимое количество раппортов. После того, как связали образец, необходимо его подвергнуть в ТО, постирать, высушить естественным способом и отпарить, если это позволяет пряжа. Не каждую пряжу можно отпаривать. И потом только уже делайте контрольные замеры. Замеры делаются до в ТО и после в ТО, чтобы проверить, каким образом изменился образец. Либо он может дать усадку, либо наоборот растянуться. Эти все параметры тоже необходимо учитывать перед началом вязания. Приступаем к вязанию первого ряда. 1 воздушная петелька подъема. Во вторую петельку цепочки я провязываю 1 столбик без накида. Этот столбик у нас считается началом первого раппорта. Набираю цепочку 1, 2, 3. В эту же вторую петельку провязываем 1 полустолбик с 2 накидами. Вот следующим образом. 1 накид провязали, 2 провязала, 2 петельки на крючке оставила. 2 накида на крючок пропускаю. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек. В шестую петельку провязываем 1 полустолбик с 2 накидами. 3 петельки на крючке, соединяю их вместе при помощи рабочей нити. На крючке 1 петелька. Набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же шестую петельку, там, где мы вязали с вами столбик с 2 накидами, полустолбик, провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки, 2 накида на крючок. И в эту уже шестую петельку провязываем 1 полустолбик с 2 накидами. Давайте посмотрим. Значит, у нас в шестую петельку цепочки связан 1 полустолбик с 2 накидами, 1 столбик без накида и 1 столбик, полустолбик с 2 накидами.
И это все связано в 6-ю петельку цепочки. Продолжаем вязать. 2 накида на крючок. Пропускаю 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петельку. Провязываю 1 полустолбик с 2 накидами. 1, 2, 3 воздушных петельки в эту же петельку, в 6-ю, туда, где мы провязывали 1 полустолбик с 2 накидами, провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же 6-ю петельку мы вяжем 1 полустолбик с 2 накидами, 2 петельки на крючке, и переходим к вязанию следующего раппорта. Пропускаю 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петельку, провязываем 1 полустолбик с 2 накидами. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же 6-ю петельку провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же 6-ю петельку мы вяжем 1 полустолбик с 2 накидами. 2 накида на крючок, пропускаю 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петельку цепочки, провязываем 1 полустолбик с 2 накидами. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. В эту же 6-ю петельку провязываю 1 столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3 воздушных петельки, 2 накида на крючок, и в эту же 6-ю петельку провязываем 1 столбик, полустолбик с 2 накидами. 2 накида на крючок, отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю петельку цепочки провязываю 1 полустолбик с 2 накидами. 3 петельки на крючке, провязываю их вместе. 1, 2, 3 воздушных петельки, и в крайнюю петельку цепочки, 31 она по счету, провязываем 1 столбик без накида. Все, связали мы с вами. Получается у нас, давайте посчитаем, сколько у нас раппортов. Считаем элементы, которые у нас были связаны с общей вершиной. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов. Раппорт у нас состоит из 6 воздушных петелек. Начинается раппорт от столбика без накида и заканчивается раппорт перед вот этими элементами, перед 6-й петелькой, там, где мы несколько элементов вязали в одну петельку. То есть от столбика, включая вот этот столбик без накида, до вот этой петельки. В основу раппорта входит 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если проще считать, то можно просто посчитать вот эти отверстия. 1, 2, 3, 4, 5 для удобства счета. 5 раппортов по 6 петелек. То есть давайте еще разберем. Вот у нас 1 раппорт. Просто хочется, чтобы всем понятно было. 2 раппорт, 3 и так далее. Приступаем к вязанию второго ряда. Раппорт у нас в высоту состоит из 2 рядов. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Это петельки подъема. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Это у нас все нечетные ряды вяжутся по лицевой стороне, все четные по изнаночной. 2 накида на крючок. И провязываем 1 полустолбик
с двумя накидами в вершину, либо в место соединения двух столбиков. Провязали. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В эту же вершину место соединения столбиков. Сюда за обе петельки, за переднюю и заднюю провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. 2 накида на крючок. И в эту же петельку вместо соединения столбиков провязываю 1 столбик, полустолбик с двумя накидами. 2 петельки на крючке. 2 накида на крючок. И опять же находим место соединения двух столбиков. То есть вот она у нас. Вторая арочка. И вот над этой арочкой, вот смотрите, первая арочка, вторая. И над этой арочкой, там, где у нас было связано 2 полустолбика с двумя накидами с общей вершины, мы провязываем 1 столбик с полустолбик с двумя накидами. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же петельку вяжем 1 полустолбик с двумя накидами. 2 петельки оставляем на крючке. Теперь находим третью арочку. Так, вот она у нас третья. И над вершиной двух столбиков с двумя накидами, связанных вместе в предыдущем ряду, вяжем 1 полустолбик с двумя накидами. 3 петельки на крючке соединяем вместе. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. 2 накида на крючок. В эту же петельку вяжем 1 полустолбик с двумя накидами. Смотрите поближе. Какой красивый узор получается. Он очень легко и просто вяжется. 2 накида на крючок. Над следующей арочкой находим место соединения двух столбиков с двумя накидами. И за обе петельки провязываем 1 полустолбик с двумя накидами. Так, провязали, и нам теперь их надо соединить вот так вот вместе, 3 петельки. У нас связали 3 петельки цепочки. В эту же петельку вяжем 1 столбик без накида. Далее набираю 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем 1 полустолбик с двумя накидами. Вяжем следующий раппорт. Находим над арочкой место соединения двух столбиков с двумя накидами. И в эту петельку провязываем 1 полустолбик с двумя накидами. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем 1 полустолбик с двумя накидами. 2 накида на крючок. И смотрим первый ряд, там, где у нас был связан 1 столбик без накида. В его вершину мы провязываем 1 полустолбик с двумя накидами. Вот таким образом. Закончили ряд. Мы связали с вами 1 раппорт в высоту. Раппорт состоит из 2 петелек, из 2 рядов и 6 петелек в ширину. Теперь смотрите, какой эластичный получается узор. Он очень хорошо тянется. Очень хорошо. Прям как резиночка такая получается. И давайте мы с вами, я вам покажу, каким образом перейти к вязанию следующего раппорта. Это будет у нас 2 по счету. Будем вязать 3-й ряд по принципу вязания 1-го ряда. Приступаем к вязанию 2-го раппорта в высоту, либо 3-й ряд вяжем как 1-й. 1 воздушная петелька подъема,
Разворачиваю вязание на другую сторону, вершину столбиков вместо соединения провязываем 1 столбик без накида, набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем 1 полустолбик с 2 накидами, 2 накида на крючок. Вместо соединения столбиков вот над этой арочкой, там где у нас были связаны столбики с общей вершиной, провязываем 1 полустолбик с 2 накидами. 3 петельки соединяем вместе. 1, 2, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В эту же петельку вместо соединения столбиков провязываем 1 полустолбик с 2 накидами, 2 накида на крючок. Находим следующую арочку, над арочкой ищем петельку, это место соединения 2 столбиков, провязанных с общей вершиной. Провязываем в эту петельку 1 полустолбик с 2 накидами, 3 воздушных петельки. В это же место провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем 1 полустолбик с 2 накидами и вяжем следующий раппорт. Над арочкой находим петельку, место соединения 2 столбиков, связанных с общей вершиной, и в эту петельку провязываем 1 полустолбик с 2 накидами, 3 воздушных петельки. В эту же петельку провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, 2 накида на крючок. В эту же петельку провязываем 1 полустолбик с 2 накидами, 2 накида на крючок. Находим следующую арочку и над этой арочкой находим место соединения 2 полустолбиков с 2 накидами. И в эту петельку провязываем 1 полустолбик с 2 накидами, 3 воздушных петельки. В эту же петельку вяжем 1 столбик без накида, 1, 2, 3 воздушных петельки, цепочка. В эту же петельку вяжем 1 полустолбик с 2 накидами и приступаем к вязанию следующего раппорта и заканчиваем с вами ряд. Провязываем вместо соединения столбиков, вот здесь вот у нас есть петелька, в нее провязываю 1 полустолбик с 2 накидами, 1, 2, 3 воздушных петельки, цепочка, и в эту же петельку мы вяжем 1 столбик без накида. Все, связали мы с вами третий ряд. Третий ряд вязали по принципу вязания первого ряда. Теперь для того, чтобы вам продолжить вязание, вам необходимо перемотать видео на начало вязания второго ряда и вяжите вместе со мной со 2 по 3 ряд. Посмотрите, какой красивый узор получается. Таким образом смотрится у нас. Узор здесь даже можно сказать, что он двухсторонний. Также его можно вязать по кругу. Прекрасно вяжется по кругу. Прекрасно вяжется поворотными рядами. Вот это изнаночная сторона узора и лицевая сторона. Даже чтобы найти, какая из них сторона, изнаночная либо лицевая, придется присмотреться. Я бы назвала этот узор, он очень универсальный, вяжется легко, просто и быстро, и смотрится как двухсторонний узор. Прекрасно подойдет для вязания кофточек, джемперов, кардиганов, жилетов, жакетов. Можно связать шапочку, красивый шарф и нежный тонкий ажурный палантин.
Если вы не собираетесь вязать данную модель кофточки, которую вы видите на фото, то можете взять данный узор себе в копилочку. Я думаю, он вам пригодится. Да, можно этим узором даже связать кокетку платья, либо топа, кофточки. Будет очень красиво смотреться. Посмотрите, какой он. Очень мило смотрится. Довольно-таки симпатично. Увлеклась вязанием узора. Узор очень вяжется интересно, легко, просто. Давайте еще раз покажу вам его. Таким образом вы смотрится изнаночная сторона узора и лицевая. И давайте сделаем замеры связанного образца. Значит, всего мы набирали 31 воздушную петельку. Связано было в ширину 5 раппортов. Я измеряю посередине. Получается 8,5 сантиметров образец в ширину и 8 сантиметров в высоту. Всего я связала. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов. Данным узором можно связать красивую кофточку, джемпер, также жакет, жилет, удлиненный кардиган с застежкой либо без. Рукав может быть вточной либо спущенный. Все схемы, каким образом оформить вырез горловины V-образный и также выполнить и связать рукав, есть в конце видео отличного качества схемы. Узор вяжется прямыми и обратными рядами. Я вам показывала принцип вязания в видеоуроке. И также он прекрасно вяжется по кругу. И также его можно трансформировать и связать кофточку регланом сверху вниз. Просто добавить регланные линии. Давайте теперь выполним расчеты для любого размера. Расскажу вам принцип. Я на примере рассмотрю размер 50 российский. Измеряем обхват груди по самым выступающим точкам. У меня 50 сантиметров для примера. Так как узор очень эластичный и хорошо тянется, если вы будете вязать летнюю модель кофточки, то на свободу прилегания можно не прибавлять. Если вы будете вязать жакет, жилет, кардиган, либо кофточку демисезонный вариант, то можете выполнить прибавочку от 0,5 сантиметра и до 4 сантиметров. Это будет очень свободная модель. А если вы будете вязать летний вариант кофточки, то прибавочку можно не делать. Сразу же брать в расчет обхват груди. В случае, если вы вяжете кардиган, жилет, то необходимо снять мерки с обхвата бедер. Если, конечно, у вас обхват бедер по объемам больше, чем обхват груди. Но это все зависит от типов фигуры. У кого-то широкие бедра, небольшая грудь, у кого-то наоборот большая грудь, но маленький обхват бедер. Значит, берем самый, в случае, если вяжете кардиган, жилет, самый большой обхват либо бедра, либо груди. И давайте выполним расчеты. У нас ширина образца составила 8 сантиметров. Посередине делаем замеры. Образец необходимо вязать в квадратной форме, лучше 10 на 10 сантиметров. 8 сантиметров образец, 5 раппортов у нас было связано в ширину и 4 раппорта 8 рядов в высоту.
Значит, 30 петелек у нас состоит 5 раппортов плюс 1 петелька для симметрии. 8 сантиметров делю на 5 раппортов, получаем число 1,6. 50 это полуобхват груди, 50 делим на 1,6, получаем 31 раппорт. 31 раппорт умножаем на 6, получаем 186 петелек плюс 1 петелька. Для симметрии умножаем на 2, получаем 372 петельки. Это для того, чтобы вязать кофточку по кругу. Также можно, чтобы не ошибиться, не выполнять вот эти расчеты, а достаточно рассчитать, сколько вам раппортов необходимо. И каким образом, допустим, вяжу я. Я никогда не считаю, сколько же мне петелек нужно набрать цепочку. Я вяжу цепочку, если, допустим, у меня обхват груди 100 сантиметров, и я вяжу по кругу, то я набираю цепочку, длина цепочки 110-115 сантиметров, и просто накладываю раппорты, вяжу 62 раппорта, так как у меня объем груди 100, здесь у нас на 50 рассчитано на полуобхват груди, провязываю 62 раппорта, замыкаю ряд в круг и далее вяжу по узору. Вот это количество воздушных петелек я никогда не считаю. Считаю только если вяжу спицами. А если я вяжу крючком, то количество петель в цепочке я не считаю. Набираю сразу же, вяжу сразу же раппорты. Меня всегда интересует количество раппортов. Для того, чтобы определить, необходимо связать контрольный образец и провести работы по ФТО, чтобы посмотреть, каким образом деформируется, либо не деформируется пряжа после ФТО, то есть даст она усадку, либо наоборот пряжа растянется, потому что качество пряжи, оно разное. Есть пряжа, которая очень сильно дает усадку, а есть, которая наоборот очень сильно растягивается. Эти моменты, нюансы все необходимо предварительно учесть и предусмотреть. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. Ставьте пальчики вверх, класс, пишите комментарии. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на очередном мастер-классе. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.